Привет всем! Вы действительно осознаете это или закрываете на это глаза? Тэхён и Чингук имеют особый способ проявлять друг к другу привязанность каждый раз, когда они делятся чем-то, будь то в социальных сетях или на публике, детали их поступков взаимосвязаны, создавая картину, на которой их отношения постепенно становятся видимыми. Они оставляют за собой подсказки, подобные кусочкам пазла. Со временем эти кусочки складываются воедино и раскрывают все более четкую картину их близости. Удивительно, как они могут выразить так много, не говоря об этом напрямую, как будто они верят, что любой, кто внимательно следит за ними, поймет каждый их жест и взгляд. Это тихая, но мощная форма общения, эмоциональный язык, подтверждающий глубину их связи. В последнем видео, выпущенном их компанией, сразу бросается в глаза одна деталь: только Ким Тэхён и Чон Чингук держат в руках мобильные телефоны во время съемки. У других участников их нет, что делает этих двоих более заметными и выделяющимися. Эта деталь кажется значимой, как будто это тонкий сигнал, намеренно оставленный для тех, кто достаточно внимателен, чтобы его уловить. Одежда Тэхёна тоже казалась знакомой, и это было не случайно. Запись была сделана в тот же день, когда он поделился своими личными фотографиями 7 февраля. Эта временная связь усилила впечатление, что эти моменты были взаимосвязаны. Как будто время было нитью, которая сшивала все улики в одно целое. Важным моментом является также близость мест. Студия, где были сделаны фотографии, находится всего в 13 минутах езды от дома Чингука. Кроме того, на одной из фотографий, загруженных Тэхёном, мужчина, стоящий перед ним, очень похож на Чингука. Эта деталь в сочетании с другими подсказками начинает формировать картину, которую трудно игнорировать. Такие связи не являются чем-то новым, они являются частью паттерна, который сохраняется на протяжении долгого времени. Этот паттерн показывает, что они становятся все более синхронными в том, как выражают особую связь, которая их характеризует, независимо от того, выступают ли они вместе или по отдельности. В одном из недавно выпущенных видео BTS есть сцена, где Чингук делает татуировку на руке. Те, кто внимательно следит за этой историей, считают, что татуировка является особым посвящением Тэхёну. Кроме того, одежда и прическа Чингука в клипе идентичны его внешнему виду на мероприятии Хоблат, что создает еще одну временную связь, которую сразу же распознают преданные поклонники. Даже мелкие детали, такие как автомобиль, который появляется на фотографии, приобретают значение. Бентли очень похож на автомобиль Тэхёна. Красота их отношений заключается в их способности общаться без слов, с уверенностью, что те, кому они не безразличны, поймут каждый скрытый смысл. Эти два друга, похоже, очень хорошо знают, что их преданные поклонники способны расшифровать каждый жест. Их отношения выходят за рамки обычного и раскрываются через сигналы, которые могут интерпретировать только те, кто действительно обращает на них внимание. То, как они выражают свою привязанность, демонстрирует высокий уровень эмоционального интеллекта, а также уровень понимания, который делает слежение за их историей особенным. Каждое новое появление становится возможностью открыть для себя еще одну часть любовной истории, которую они постепенно раскрывают. То, как они ведут себя вместе, показывает, что у них есть свой собственный язык. Этот язык построен на конкретных действиях и общих моментах, формируя нарратив, который развивается со временем. Именно эта аутентичность покорила сердце стольких людей. Любовь между Тэхёном и Чингуком во многих отношениях кажется реальной. За эти годы они научились общаться без слов, просто с помощью взглядов, небольших жестов и постоянного присутствия. Иногда они делают это так незаметно, что это почти не бросается в глаза, в других случаях они демонстрируют это так явно, что любой может увидеть, насколько глубока их привязанность. Они развивают секретный язык, основанный на искренности, язык, который могут почувствовать даже те, кто является лишь свидетелями. В прямом эфире этот момент искренности казался очень реальным. Чингук, казалось, забыл, что камера работает. Ему было все равно на внимание публики, все, что существовало, это желание выразить свои чувства. Он ждал, пока не был уверен, что Тэхён увидел его сигнал, показывая, насколько важна для него реакция Тэхёна. Реакция Тэхёна была естественной, движение его руки за спиной имело ясное значение для них обоих.
Любой, кто был свидетелем этого момента, мог почувствовать его искренность, как будто их связывала невидимая нить. Взгляд Чингука на Тэхёна также является одним из самых запоминающихся моментов, его глаза сияют глубоким восхищением и любовью. В этот момент Тэхён кажется центром вселенной Чингука, а Тэхён отвечает ему многозначительным корейским жестом руки. Их любовь казалась сильной и сбалансированной, она никогда не казалась односторонней. Оба старались поддерживать эту связь в равной степени, и именно это делало их отношения крепкими и вдохновляло многих людей. В мире, где отношения часто бывают хрупкими, они показали, что настоящая любовь может быть вечной. Самое трогательное – это их спонтанность, она никогда не кажется натянутой или запланированной. Каждый жест исходит из сердца, и именно это позволяет легко поверить и восхититься. Со временем эта привязанность становится сильнее, не теряя при этом сущности, которая делала ее особенной с самого начала. В каждом их появлении всегда присутствует неописуемое чувство спокойствия, как будто их присутствие является эмоциональным якорем, приносящим мир. Когда Ким Тэхён и Чон Чингук находятся в одной комнате, эта энергия ощутима, она не вынужденная, а скорее естественная. То, как они стоят рядом, часто говорит больше, чем слова, почти несуществующее расстояние демонстрирует комфорт, который возникает только при глубоком доверии. Нет необходимости постоянно прикасаться друг к другу, простое нахождение рядом является достаточным заявлением. Их язык тела отражает синхронность, которая развилась с течением времени, небольшие движения, такие как одновременное поворачивание головы или улыбка в один и тот же момент, выглядят очень гармонично. Эта гармония не является случайностью, она рождается из привычки делить пространство, время и опыт. Даже в многолюдных ситуациях они, кажется, создают свое собственное личное пространство, мир вокруг них исчезает, когда их внимание сосредоточено друг на друге. Краткий взгляд может укрепить их, напомнить, что они не одиноки в решении любых проблем. Их близость также отражается в тишине, не все отношения могут казаться полными без разговоров. Однако для них тишина – самая честная форма общения, значимая и безопасная пауза. Есть теплота, которая исходит от простых привычек, таких как ожидание друг друга или подстройка своего темпа, чтобы идти в ногу. Эти небольшие действия демонстрируют постоянное внимание, не грандиозные жесты, а незапрошенное присутствие. Для тех, кто внимательно наблюдает, эта модель легко узнаваема, не из-за сенсационности, а из-за постоянства. Каждое новое появление добавляет слой понимания, как будто эта история пишется медленно, страница за страницей. Равенство в их взаимодействиях – один из наиболее заметных аспектов, никто не доминирует, никто не остается позади. Оба дают равное пространство, укрепляя друг друга, не выделяясь. В спонтанных моментах их выражения часто бывают самыми честными, бессознательная улыбка или общий смешок. Именно эта эмоциональная честность заставляет многих людей чувствовать связь, потому что она кажется реальной и человечной. Когда давление усиливается, поддержка между ними становится еще более очевидной, простое присутствие может быть сильной поддержкой. Они понимают, когда нужно говорить, а когда достаточно просто присутствовать в тишине. Эти отношения также демонстрируют эмоциональную зрелость, способность уважать границы и потребности друг друга. Не всякая близость означает постоянное пребывание вместе, иногда предоставление пространства на самом деле является формой любви. Многие черпают вдохновение в том, как они взаимодействуют не для того, чтобы точно копировать, а для того, чтобы понять суть. Что здоровые отношения строятся на взаимном доверии, а не на чрезмерных ожиданиях. В контексте такой группы, как BTS, эта связь становится фундаментом, укрепляющим коллективную динамику. Когда два человека поддерживают друг друга, эта сила излучается вовне. Личная гармония способствует коллективной стабильности. С течением времени становится все более очевидным, что то, что их связывает, не является чем-то временным, а скорее результатом единства, сформированного долгим опытом. Каждый момент кажется естественным продолжением пути, который они уже прошли вместе, неспешным, не натянутым. В напряженной повседневной жизни присутствие друг друга становится безопасным пространством, местом, куда можно вернуться без необходимости объяснений.
Ким Тэхён и Чон Чингук показывают, что настоящая близость не всегда громкая и заметная, скорее, она часто проявляется в постоянном спокойствии.